Yahu açın şu telefonları, açın, neredesiniz? Siz benim aklımı mı alacaksınız ha? Rüya gibi. Neyse gideyim. Benim hayatımda değişmeyecek tek bir şey var artık. Sen. Nasıl saçmazlar ya? Kafayı yiyeceğim. Ne alt ediyor bunlar ya? Sen ne tıkınıyorsun lan hiçbir şey yokmuş gibi? Ya bırakın siz de servisime. Здравствуйте, дорогие подписчики! Добро пожаловать на мой канал. Не забудьте подписаться на мой канал, чтобы получать уведомления о новых видео. Пока баран тянет Алию за руку, один из людей Демира собирается выстрелить в барана, но Джихан встает перед ним и получает ранение. Начинается хаос, прибывает жандармерия, чтобы забрать барана, а госпожа Садакат устраивает скандал. Когда жандармерия требует у барана удостоверения личности, баран утверждает, что он Амир Бакыр, но Демир признается, что баран Альбора, поэтому жандармерия забирает барана. После ухода барана Демир подстрекает Каю и остальных, но Шахин вмешивается, чтобы предотвратить эскалацию ситуации. Затем Джихан и семья Алии видят их в машине и спрашивают, почему они не поехали в больницу. Они узнают, что Джихан был упрям и отказывался ехать из-за Алии. Джихан сопротивляется поездке в больницу и просит доктора Ялчина приехать в особняк. Они приезжают в особняк, и Алия с господином Ялчиным начинают операцию. Когда Алия говорит Джихану: «Ты был так упрям и не хотел ехать в больницу, ты боялся», Джихан отвечает: «Да, я боялся». Когда Алия спрашивает, чего именно он боялся, Джихан говорит: «Боялся, что операцию будете делать вы, а не я», и добавляет, что пошутил. Алия отвечает шуткой, и они смеются. Приезжает Елчин, и они начинают операцию. Когда барана привозят в полицейский участок, его дядя Хасан в шоке от увиденного. Когда госпожа Садакат и ее семья следуют за ними, дядя Хасан говорит: «Все знали, что баран жив, почему я не знала?» Госпожа Садакат отвечает: «Подождите, я объясню позже», и они заходят внутрь. Елчин проводит необходимую операцию Джихану и возвращается в больницу. Затем Аля ругает Джихана, спрашивая, почему он бросился перед бараном. Когда Аля говорит: «Это несправедливо по отношению ко мне, несправедливо к моим усилиям, несправедливо к моей любви», Джихан объясняет: «Я должен защитить свою семью». Аля отвечает: «Защитить их я бы не хотела, чтобы с бараном что-нибудь случилось, он отец моего сына, но он поступил необдуманно». Аля говорит: «Личность барана будет раскрыта, и он подаст в суд заявление об аннулировании нашего брака. Я этого совсем не хочу. Что бы он ни делал, в моем сердце я замужем за тобой, и я хочу, чтобы так и оставалось». Джихан соглашается, и тут звонит телефон. Это звонит Эрол. Сначала он спрашивает, как у нее дела, затем объясняет ситуацию с бараном, подтверждая, что он баран Альбора. Когда Джихан просит организовать встречу с бараном, Эрол возражает, говоря: «Ты ранен», но Джихан не слушает и вешает трубку. Когда Аля спрашивает его: «Ты понимаешь, что говоришь?» Джихан отвечает: «Мне нужно идти. Я не могу оставить барана одного. Мне нужно вытащить его». Аля сердито говорит: «Подожди, я тебя одену», и сердито помогает ему одеться, и они вместе идут в полицейский участок. Когда Джихан собирается войти, Эрол спрашивает Алю, хочет ли она войти с ним, но Аля отказывается. Пока баран все еще жалуется на то, что Джихан и Аля находятся вместе в камере, приходит Джихан и сердито говорит: «Конечно, она будет со мной, она была со мной сегодня, она будет со мной завтра, есть что-нибудь еще?» Когда баран спрашивает: «Вытащите меня отсюда немедленно, или вы планируете оставить меня гнить здесь и быть с Алей?» Джихан отвечает: «Вы сами виноваты в том, что вы здесь, но я не позволю вам оставаться здесь, я вытащу вас». Когда баран выходит из камеры и говорит, что аннулирует их брак и они расстанутся, Джихан говорит: «Я подам все необходимые иски, но не забывайте, если я хочу быть с Алей, ничто не сможет разлучить меня с ней». После этого разговора баран кричит: «Аля, это только начало, ты еще увидишь». Аля уходит. Когда госпожа Садакат следует за ней и спрашивает: «Что ты пытаешься сделать? Почему ты не идешь к барану?» Аля отвечает: «Я пришла не за бараном, я пришла за Джиханом, чтобы помешать ему уйти одному».
Затем госпожа Садакат говорит Але: «Позволь мне сказать тебе, Баран не откажется от тебя», с чем Аля соглашается. Когда Надим говорит, что собирается поговорить с Джиханом, Аля отказывается, упоминая возможность разрыва швов. Когда госпожа Садакат говорит, что не убедится, не поговорив с Джиханом, Аля сердито говорит ей, чтобы она немного подумала о Джихане, на что госпожа Садакат парирует, как будто я виновата во всем, что произошло. Джихан идет к Надиму, и они договариваются, что 50% всех поставок достанутся ему, а также что он должен позаботиться о своем сыне, чтобы Баран больше не напал на него. Когда Кая находит Ипек и конфронтинг ее, выражая благодарность за то, что узнал, что благодаря ей станет отцом, Ипек говорит: «Я любил тебя, но иногда одной любви недостаточно». Кая говорит: «Я так рада, что встретила тебя, я бы хотела, чтобы у всех было такое сердце, как у тебя такое чистое сердце», когда появляется Демир, и они начинают спорить, спрашивая: «Ты похитил Зеррин? Ты забрал ее с алтаря, чтобы сбежать? Ты похитил ее и увез в Германию?» Когда Демир понимает, что Кая все узнал, и Кая говорит: «Ты никогда не станешь отцом», Демир и его люди избивают его. Пока Ипек кричит, прибывает Джихан и его люди и уводят Демира. Джихан отводит Демира в сторону и велит ему держаться подальше от Каи, но Демир упрямо настаивает: «Ты похитил мою жену». Джихан говорит: «Если бы твой дядя Сулейман этого не сделал, ничего бы этого не случилось», но Демир продолжает говорить вызывающе. Джихан злится на Демира и стреляет ему в ногу, ранив его. Когда Джихан подходит к Кае, он предупреждает ее: «Я знаю, куда ты идешь, будь осторожна». После того, как все уходят, Ипек спрашивает, действительно ли Зеррин в Германии, на что Кая молчит. Ипек говорит: «Если она уехала, несмотря ни на что, я расстроюсь, я хочу, чтобы вы были вместе». Кая ничего не скрывает от Ипека и объясняет, что Зеррин будет прятаться здесь, пока не родится ребенок, а потом подаст на развод. Во время разговора Зеррин звонит Кае и спрашивает, может ли он приехать, говоря, что ее мать уехала, и просит привезти ей лекарства для разжижения крови. Ипек, услышав разговор, говорит: «Рядом есть аптека, передай привет Зеррин». Кая говорит: «Да простит тебя Бог», и садится в машину и уезжает. Ипек не может устоять и следует за Каей. Господин Елчин и Аля обрабатывают рану Демира. Пока Джихан ждет в комнате Алии, приходит рассерженная Аля, и Джихан говорит: «Мы не будем жалеть Демира». Пока Аля и Джихан спорят о том, что Джихан выстрелил в Демира, звонит госпожа Садакат и спрашивает, что он обсуждал с Надимом. Во время разговора Аля замечает, что рана Джихана кровоточит, и заставляет его повесить трубку, затем усаживает его на диван, чтобы осмотреть рану. Джихан злится, говоря, что ему нужно было поговорить с Надимом и вытащить барана оттуда. Когда Аля выходит из комнаты за средствами для обработки раны, Джихан извиняется, говоря, что он повысил голос. Кая подходит к Зеррин, и они крепко обнимаются, а Ипек наблюдает за ними и заливается слезами. Как раз когда Зеррин и Кая собираются поцеловаться, появляется госпожа Фидан и устраивает переполох. Кая говорит, что принес только лекарства, но госпожа Фидан пытается его избить. Когда Аля и Джихан прибывают в особняк, Денис подбегает к ним и обнимает, замечая травму Джихана и спрашивая о ней. Джихан говорит, что у него болит рука, но мама его обработала и все пройдет. Затем Денис спрашивает, где баран, и Джихан отвечает, что у него есть дела, и он вернется позже. Когда Баран звонит Садакат Ханым в особняк и спрашивает, разговаривал ли с ней Надим, Садакат Ханым говорит: «Джихан работает над этим, не волнуйся», но Баран вешает трубку, не ответив. Когда Садакат Ханым просит Джихана что-нибудь сделать для Барана, говоря, что он не может там оставаться, Джихан отвечает, что не может дать ему все, что тот хочет, он уже делает все, что в его силах. Когда Эджмель приходит навестить Барана, чтобы поговорить, Баран нападает на нее и не хочет слушать их разговор. Но Эджмель пытается настроить Барана против Джихана, говоря: «Джихан тебя не спасет, он оставит тебя гнить здесь, только я могу тебя спасти». Баран звонит в полицию и говорит: «Уберите этого человека отсюда», и полиция уводит Эджмель. Фидан Ханым не хочет уходить раньше Каи, она не хочет оставлять их одних.
Зерин и Кая говорят Фидан Ханем: мы очень любим друг друга, не делай этого, но Кая говорит: доверь меня ей, и она мне, я очень люблю ее, позволь мне остаться с ней. Госпожа Фидан говорит, что в шкафу есть фрикадельки и картошка, позаботьтесь о них, и, получив обещание не сближаться с дочерью, оставляет их одних и уходит. Как только госпожа Фидан прибывает в особняк, Эчмель устраивает сцену, расспрашивая их о том, где они спрятали Зерин. Прибывают Шахин и Нари, и между ними продолжается спор. Когда Шахин говорит: «Мы не ваша семья», Эчмель отвечает: «Тогда уходите». Шахин отвечает: «Этот особняк мой, уходите вы». После того, как Эчмель уходит в свою комнату, госпожа Фидан идет с ними в комнату Шахина и Нари. В комнату Али приходит госпожа Садакат, желая поговорить. Когда она говорит, что Джихан и Баран не отпустят ее, Аля говорит: «Мы много раз говорили, я не останусь замужем за Бараном, я разведусь с ним». Госпожа Садакат говорит: «Он не позволит тебе развестись, он попытается забрать твоего ребенка. Я говорю тебе это ради твоего же блага, забери сына и уходи». Джихан подслушивает этот разговор, входит в комнату и говорит: «Аля никуда не уйдет, она останется моей женой». Аля отвечает: «Я тоже никуда не уйду, я останусь женой Джихана». В этот момент госпожа Садакат говорит: «Я говорю тебе это ради твоего же блага, Аля, забери сына и уходи». Аля, паникуя, что Джихан может пострадать, начинает давать ему лекарства и перевязывать раны. Джихан успокаивает ее: «Я понимаю, со мной ничего не случится. Садись». Джихан пытается подбодрить Алю, говоря: «Нам ничего не давалось легко, мы к этому привыкли». Аля внезапно забывает обо всем и обнимает его. Денис приходит и говорит: «Ты говоришь это мне, но при этом обнимаешь моего отца». Когда Аля отрицает это, Денис говорит: «Я повелся на это», на что Аля отвечает: «Что это за разговоры? Ну же, помоги мне. Может, ты станешь врачом, узнаешь, для чего это нужно». Денис говорит: «Я не стану врачом, я стану лидером Альборы, как мой отец». Когда Нари сказала, что у нее задержка несколько дней, но она идет на осмотр, Шахин радостно обнял ее, сказав, что она беременна. Нари сказала: «Жаль, что я это сказала, а вдруг что-то случится». Шахин сказал: «Это будет девочка, у нее будут такие же глаза, как у тебя». Когда Аля настояла на том, чтобы сама отнести Дениса в свою постель, Джихан уговорил ее поспать там с ним. Джихан лег, закрыл глаза и сказал Але: «Я люблю тебя». Аля ответила: «Спокойной ночи», а затем добавила: «Я тоже тебя люблю». Зерин и Кая провели романтический момент у костра в саду, и Кая спросила Зерин, почему она все это время держала это в секрете. Они говорили об Ипек и Демире, и оба впали в ревность. Как только Джихан проснулся утром, он начал делать комплименты Але. Аля незаметно отошла от Джихана, не будучи замеченной госпожой Садакат. Когда Надим подходит к своему сыну Демиру, он спрашивает, ходил ли Демир давать показания в пользу Барана, и говорит: «Ты сказал, что мой брат Сулейман Байбарс застрелил его прямо у меня на глазах». Надим молчит. Демир понимает, что Джихан что-то предлагает, и спрашивает об этом, но Надим велит ему замолчать, говоря, что ему не нужно с ним ничего расплачиваться, и выходит из комнаты. Пока Денис играет в шарады с персоналом особняка, приходит госпожа Садакат и нарушает их покой, поэтому Аля отправляет Дениса в его комнату. Когда приходит Джихан и спрашивает, что происходит, госпожа Садакат говорит: «Мой сын внутри, и они здесь развлекаются». Звонит телефон Джихана, это звонит Надим и говорит, что не принял сделку, но хочет сам заняться всей поставкой. Джихан очень злится и кричит: «Я не позволю грузам пройти без моей проверки. Я этого не допущу». Повесив трубку, он рассказывает госпоже Садакат о случившемся. Когда она говорит Джихану принять слова Надима, Джихан отвечает: «Я этого не допущу. Они собираются его отравить. Я не позволю им отравить Альбору. Я вытащу оттуда и Барана, не волнуйся». Эрол звонит и узнает, что прокурор взял показания Барана и что его сегодня днем отправляют в суд с требованием ареста. Госпожа Садакат говорит: «Пойдем», и просит Алю подготовиться.
Когда Аля говорит, что у нее есть другие дела, и она не хочет идти, госпожа Садакат говорит: конечно, у тебя есть дела поважнее. Если его арестуют, я куплю тебе хну, чтобы ты ее нанесла. Когда они приходят к Барану, тот говорит, что не принял предложение Надима и хочет сам заниматься всеми поставками. Баран отвечает: отдайте мне это, отдайте мне это. Мне здесь не разрешат жить. Вы хотите оставить меня здесь и позволить мне жить в достатке солей? Ваша проблема в том, что вы оставляете меня здесь. Джихан говорит: я люблю Алю и буду любить ее всю свою жизнь, но моя проблема — Альбора. Я буду и дальше препятствовать продаже яда на этих землях. Хотелось бы, чтобы вы хоть немного подумали об этих землях и уходит. Когда госпожа Садак начинает думать только о Баране, Нари и Кая говорят Джихану, что он прав, что Баран должен понести последствия своих действий и что Джихан не должен нести это бремя. Аля встречается с женщинами деревни и беседует с ними, и все говорят о том, как сильно они любят Алю. Аля рассказывает им о раке, подчеркивая, что ранняя диагностика спасает жизни, чтобы повысить осведомленность о болезни. Пока Барана судят и кажется, что у него все идет наперекосяк, в дверь входит Эджмель и Надим, говоря, что Надим дал неполную информацию в своем заявлении и хочет дать новое показание. Надим явно обеспокоен. Шахин шепчет Эджмелю: что ты делаешь с Надимом, но Эджмель не отвечает, говоря ему смотреть вперед. Надим говорит: в ту ночь было очень темно. Я не уверен, что Баран застрелил моего брата. Баран Альбора не стрелял в Сулеймана. Судья решает освободить Барана под надзор. За пределами зала суда Шахин обращается к Надиму: почему ты изменил свое показание? Надим: ты бы ничего не сделал без выгоды. Эджмель отталкивает его, говоря: чтобы я тебе не дал, я тебе это дал. Садакта говорит: мы не можем позволить ему переманить Барана на свою сторону. Когда Надим уходит, он говорит Эджмелю: ты забудешь то, что знаешь, иначе я пойду и скажу, что мне угрожали, и поэтому я изменил свои показания. Эджмель говорит: я расскажу тебе, как ты подставил его брата Сулеймана в прошлом. Надим велит ей молчать. Эджмель приказывает застрелить человека, знающего секрет Надима, его же собственным человеком, показывает тело Надиму и говорит: теперь этот секрет между нами. Ты убил Азема Альбору и избавился от него, а также спас моего сына. Эджмель подходит к Барану и говорит: сын мой, слава Богу, ты теперь свободен. Знай, если бы не я, ты бы не смог выбраться отсюда, Джихан. Я бы оставил тебя гнить здесь. С Надимом договориться было несложно, я дал ему все, что он хотел. Нет ничего важнее тебя. Он продолжает: я не жду, что ты сразу меня простишь, но увидишь, я жду тебя. В этот момент приходит известие об освобождении Барана, и его семья приходит и конфронтинг Эджмеля. Барана освобождают, и когда все прибывают в особняк, они спрашивают его: добро пожаловать обратно, твои дела закончены. Баран отвечает: да, сынок. Затем, повернувшись к Джихану, он спрашивает: папа, может, сыграем в футбол 1 на 1? Джихан отвечает: в другой раз. Когда Баран спрашивает, где Аля, госпожа Садакат отвечает: у нее работа, она работает из больницы. Пока Аля выступает с речью, призванной привлечь внимание женщин к проблеме, приходит Джихан и слушает ее выступление. Аля, заметив его, делает паузу, а затем продолжает. Когда Аля заканчивает говорить и подходит к Джихану, он говорит ей, что гордится ею. Джихан рассказывает Але, что Барана освободили благодаря Эджмелю. На обратном пути к особняку их останавливают на контрольно-пропускном пункте. Когда подходят жандармы и говорят, что это займет не менее 2 часов, Джихан говорит: вы очень устали, дальше есть мотель, вы можете отдохнуть там. Аля соглашается, и они едут в мотель. Джихан просит 2 одноместных номера, и служащий провожает их в номера. Когда они оба вошли в свои комнаты, Джихан повернулся и сказал: если вам не понравится комната, дайте мне знать, и они вошли внутрь. Аля и Джихан не могут уснуть и оба пьют. Аля выходит из своей комнаты со стаканом в руке и долго смотрит на дверь Джихана, прежде чем сесть за столик на террасе мотеля, откуда она может его видеть.
Она делает странные движения и издает странные звуки, чтобы привлечь внимание Джихана, и разбивает вазу на столе, чтобы он услышал. Когда Джихан прибегает, Аля говорит: «Я пьяна, если хочешь, присмотри за мной, не уходи, сиди здесь». Джихан говорит: «Раз ты пьяна, позволь мне отвезти тебя в твою комнату». Аля настаивает: «Я очень пьяна», и когда она неуверенно идет, Джихан несет ее в комнату. Когда Джихан собирается уйти, Аля хватает его за воротник и спрашивает: «Почему мы живем в разных комнатах?» Когда Джихан спросил: «Что ты имеешь в виду?», Аля спросила: «Разве мы не женаты? Разве ты меня не любишь?» Джихан ответил: «Очень». «Разве ты не мой муж? Разве я не твоя жена?» Затем Аля спросила: «Тогда почему мы спим в разных кроватях?» Как раз когда Джихан собирался поцеловать ее, он спросил: «Ты немного перебрала с алкоголем?» Когда Джихан сказал: «Ты пьяна», Аля ответила: «Почему ты думаешь, что я пьяна? Разве я не хотела бы этого, если бы не была пьяна? Я хочу этого, потому что я пьяна». Джихан сказал: «Я не знаю». Когда они снова сблизились, Джихан сказал: «Не жалей об этом потом», и Аля тут же встала и пошла в ванную, чтобы протрезветь, позвав Джихана присоединиться к ней. Джихан спросил: «Ты уверена?», и по настоянию Али он пошел с ней в ванную. Они включили воду, оба забрались под душ и начали заниматься любовью в ванной. На этом завершается очередной анализ. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы получать больше видео. Увидимся в следующем видео. Берегите себя. До свидания.